Наш лайнер пришвартован в грузовом порту Колумбия, город Картахена. С балкона не очень хороший вид, я попробую снять с другой стороны корабля. Город Картахена был основан в 1533 году. И он был главным портом в Новом Свете. Назвали его Картахена де Индиас, в честь испанского города Картахена. Кстати, мы в прошлом году там были, и у меня есть видео, почему испанская Картахена получила это название. Так что можно его посмотреть. Сейчас я не буду повторяться. Монастырь. Конечно, оттуда открывается потрясающий вид на весь город. Грузовой порт города. Там небоскребы. Картахена пятый по величине город Колумбия, административный центр департамента Боливар. Это крупный порт на берегу Карибского моря, Атлантического побережья Колумбии. На выходе из порта город встречает нас изумительным парком с тропической растительностью и множеством птиц и животных. Своеобразный зоопарк, без клеток и решеток. Обитатели этого рая никуда не улетают и не убегают. Здесь их, видимо, неплохо кормят. He was sleeping, his eyes were closed. You want it now? You're welcome. Сколько павлинов на дереве. Юрик, ты посмотри, сколько их там. Они там живут на этом дереве. Вот она. Маленькая. Черный лебедь, фламинго. И где тут тукан? Это кто такой? Вот он тукан. Как вас зовут? Вот криво. He's gentle. И павлин, и кролики, и утки.
сидят все вместе. Одно и то же. Он спиной ко мне повернулся. Наконец-то увидели настоящего павлина. Вон кролики. Открылся. Красота-то какая. Он уже все, он его сворачивает. Вот весь процесс. Вот он уже свернул. Ага, молодец. Они здесь как куры в деревне. Кругом. Я так много не видела. Мы сейчас за территорией зоопарка. Ну, здесь спокойно гуляют попугаи. Но они не гуляют, они что-то другое делают. Не знаю, что. Ладно, я пойду, не буду им мешать. Вот там павлины. Ну, кругом. Куда ни посмотришь, на любой ветке сидят павлины. Ой, а что он лег? Устал, что ли? Что я не поняла? Ой. Ой. Ладно, ребята. Я пошла. Она спокойно мне переходит дорогу. Это он. Деревья. Очень жарко, пешком решили не ходить. И такой вен $25 с человека. Сторговались, обещают провести нас по всему городу. Вен оказался с кондиционером, а мужчина, который уговорил нас купить у него эту экскурсию, таким своеобразным гидом, а мы думали, что он просто будет шофером. С правой стороны видна крепость Сан-Филиппе. Вот туда мы сейчас и едем. Это будет наша первая остановка. Подъехали к крепости. Сейчас выйдем, и вот уже возле нашего вана собрались торговцы. Здесь самые наглючие торговцы в мире. И они не понимают, что спасибо, мне не надо, я не знаю, как мы от них будем отбиваться. Я говорю, самые назойливые торговцы. Никакого зрительного контакта, Павел. А то он сейчас тебя проводит на корабль до твоей каюты. Вот эти женщины, плантересы. Они продают фрукты, у них наряды цвета флага Колумбия. И флаг, вот они. Раньше они продавали фрукты, и потом люди стали с ними фотографироваться, и они решили, что лучше бизнес, если не фотографируют, чем на фруктах. Чтобы зайти на верх крепости, это стоит $12, по-моему. Мы решили. Очень жарко, и потом у нас нет времени, и это тяжело подниматься на эту крепость.
Крепость Сан-Филиппо является образцом средневековой архитектуры XVII века. Ее построили для защиты от других держав и пиратов. На строительство ушло около 200 лет. Перед нами памятник национальному герою и выдающемуся полководцу Картахена, испанскому адмиралу Бласу де Лесо, также известному как деревянная нога или протез, из-за многих ран, полученных за годы военной службы. Этот удивительный человек почти 40 лет прослужил во флоте, принял участие в 23 кампаниях, потерял в сражениях ногу, руку и глаз. И, несмотря на это, смог разбить англичан, превосходящих его армию по силе в 10 раз. Настоящий национальный герой Картахена. На ослике флаг. Пытаюсь обойти крепость, но нам дали всего 10 минут. И не успели все обойти. Впереди видны небоскребы. Этот район называется Бока-Гранде. В переводе с испанского «бока» означает «рот», а «гранде» – «большой». И в этом же районе находится популярный среди туристов пляж. В районе Бока-Гранде ехали в музей изумрудов. У них вот своя даже такая парковка. Это наш вен. That is the most prestigious one of the world. Вот изумрудами они работают. Up here we're going to see the emerald in so many different shapes, but just with color. We have the brilliant. Тут есть, конечно, магазин. Как без этого? Сейчас заходим как будто в пещеру, и мы увидим, как добывают изумруды. Какой? Там трубка. Я не Вот посмотри, посмотрела. вон там, видишь, трубка такая? Да. эмералдовая? Вот это вот настоящий изумруд, да? Да, вот это. Прям не камень, а трубка, зеленая. Here we have Brazil, Zambia, and the first place we're going to see Colombia. That's when we talk about revolution. Белый кристалл – это кальций. Вот из него со временем образуется изумруд. Очень много мотоциклистов. Очень много. Наш гид пошутил, что у них 1 миллион жителей в городе и 5 миллионов мотоциклов. Картахена является самым безопасным городом страны. Законное платежное средство – колумбийское песо. За такси, экскурсии и сувениры можно расплачиваться долларами. Мы сейчас находимся в районе элитного жилья. Называется он Кастильо Гранде. Переводится как «большая крепость».
Над водой возвышается статуя Девы Марии с младенцем. Самый дорогой отель вот этот, а как он называется? Санта-Тереса. Мы подъезжаем к старому городу, который находится за крепостными стенами. Строительство этих стен началось в 1586 году и было завершено в 1796. Эти знаковые стены были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1984 году. Въезжаем в исторический центр города. В старом городе вот здесь такие цветущие балконы. Здесь такая интересная колониальная испанская архитектура. Этот желтый дом построен в классическом колониальном стиле. Маленькая дверь справа для прислуги, а такой большой дверной проем, чтобы хозяин мог заезжать на лошади. Первая часть дома – это конюшня. Дальше по периметру внутреннего двора дом, где жила богатая испанская семья. Сейчас здесь гостиница и ресторан. Вот она. Это знаменитая женщина вот такая. Oh my God! Oh, I need 2 lakhs. One is not enough. Сделанная колумбийским архитектором современным. Если мужчина подержится за ее грудь, левую или правую, не имеет значения, то это принесет ему удачу. Здание городской библиотеки. Зашли в библиотеку. Она даже охраняется. Она вот внутри такая красивая. Заходим в парк Боливара. Генерал Симон Боливар является национальным героем Колумбии. Он возглавил войну за независимость испанских колоний в Америке. Благодаря ему Венесуэла, Колумбия, Панама
получили независимость от Испании. Он был президентом Великой Колумбии с 1819 по 1830 год. Отсюда виден купол кафедрального собора, куда мы сейчас и направляемся. Зашли в кафедральный собор. Ой, по-моему, сейчас служба начнется. Esta Eucaristía se ofrece a la Inmaculada Concepción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, fortalece la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, para asegurar donde deben los sagrados misterios, con sencillez de corazón, cada uno reconoce sus propias debilidades. Queridos hermanos, hoy, Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, que te ha creado a nosotros, perdona nuestros pecados y lleve a la vida Папа Римский приезжал в Картахену, поэтому ему поставили здесь памятник. Выходим на самую старинную площадь города, Пласа де ла Адуана. Памятник Колумбу. Это городская ратуша. Она еще сохранилась с колониальных времен. Там церковь Святого Педра. А на этой площади торговали рабами.
Это один из видов заработка талантливой местной молодежи. Они пристраиваются к туристам и на ходу сочиняют рэп. Ну а потом просят вознаграждения. Девушка дала им пару долларов, и они были довольны. Выходим с прекрасные ворота. Сейчас идем к часовой башне. Pedro de Heredia. Северные районы This guy. богатые и This guy. средние. Часовая башня. И она же является входом в старый город, в историческую часть Картахены. Очарованные яркой испанской архитектурой и задрапированными цветами балконами, возвращаемся на лайнер. Картахена очень популярна среди туристов. Пляжик маленький. Красиво. Там прям почти на горизонте видны небоскребы Картахена. Не зря этот город называют маленьким Майами. Похож. Также пальмы, также небоскребы и океан Атлантический. Там видим этот пляж, который мы проезжали. Это район Бока-Гранде. Это все гостиницы, банки. День, проведенный в Картахене, был коротким, поэтому лоцман разрешил капитану продлить тур по заливу, и наш лайнер сделал еще один круг, чтобы мы могли еще раз полюбоваться гаванью. Этап, как всегда, прошел хорошо, весело. Мы посетили вторую Картахену, хоть она находится через океан от предыдущей, и является филиалом или франчайзингом предыдущей. Ну, я рад, что это было символично, что это второй такой город под таким названием, тем более они как-то связаны эмпиритически. Ну, город, конечно, как город,
исторический, это интересно. Он своеобразен. Как бы я бы назвал город контрастов. Когда к нему подъезжаешь, ты видишь такие билдинги. Не зря наш гид назвал это, что это филиал Майами, они действительно Майами-Бич. А центр города довольно-таки оригинальный, латиноамериканский такой город со всеми его там запахами, звуками, приставучими, жителями, колоритными. Ну, в целом, познавательно, интересно и хорошо, поэтому спасибо. Зоопарк интересный, который нас встретил и проводил с городом. Поэтому давайте за нас, за наши дальнейшие ощущения. Thank you. Желаю, чтобы все. Алиночка, как прошел наш топ? С корабля город смотрится интереснее, современный, красивый. Все, что внутри, стоит посмотреть, но по телевизору лучше. На другом каком-нибудь правильном ченнеле, потому что запахи, конечно, и многое чего можно и не смотреть, и не слушать. Так, в принципе, интересно, колоритный, да, зоопарк интересный. Но есть но. Хорошо. Тебе как? Тебе как? Ничего, нормально. В смысле, началось все прекрасно, зоопарк. Нашли бюджетный тур, но он оказался Классный. нормально. Да. В смысле, не скажешь, что отличный там, не скажешь, что плохой, не очень. Немножко не всегда понятно было его. Только Больше среднего, скажем так. Когда не ожидаешь и получаешь лучше, то это приятно. Да, и по времени, и как раз во все уложились, и в принципе, что хотели посмотреть, посмотреть. Да. Класс. Мариночка, как тебе остановочка? Мне очень понравилось. Это Остановочка в старый- Колумбии. Старый город, он, конечно, там полон истории, и эти дома в колониально-испанском стиле необыкновенные. И он уникальный, он такой чистый, уютный какой-то. Он имеет свое лицо, этот город. Он от всех других городов отличается. И в Латинской Америке, и в Испании. Там очень много историй. Одну остановку мы, конечно, не сделали, потому что мы здесь... У нас короткий став, мы должны были в 2:15 уже быть в парковой, поэтому мы не успели подняться. Это жалко. Ну, еще было очень жарко. А так все было замечательно. Мне понравилось. Я рад, что тебе понравился. Я Ну, чувствую. давайте за это выпьем. Но второй раз я бы сюда не поехала, если честно. Если был choice.